По отношению к животным люди ведут себя по-разному, иногда бывают грубы и жестоки, иногда сюсюкают вне всякой меры, иногда просто остаются равнодушными. Бездомному мексиканскому псу по кличке Канело повезло, он столкнулся с довольно редким, но самым приятным вариантом. Его можно назвать деятельной добротой. Итак, что в исходных? Во-первых, гора Арисаба. Высота 5636 метров, действующий вулкан, самая высокая гора Мексики, третья по высоте вершина Северной Америки. Понятно, туристическая достопримечательность. Во-вторых, Канело. Пес дворянской, скорее всего, породы, бесхозный, но в окрестностях горы известный, недаром ему и кличку дали. Существует за счет щедроты туристов, постоянно направляющихся к горе и обратно. И вот однажды ему захотелось самому попробовать себя в горном туризме. Вместе с одной из групп Канело покорил вершину Арисаба. Но ему была неизвестна самая коварная особенность высот – забираться на них куда проще, чем спускаться оттуда. Незадачливый альпинист плотно застрял на уровне вечных снегов и просидел там целый месяц. Пища у него была, те же сердобольные туристы заботились. Но вот спуститься не получалось, и все тут. А долго на снегу, да с нерегулярным питанием, выжить проблематично. Первое везение Канело состояло в том, что туристы не только делились с ним съестным, но и распространили его историю шире некуда посредством всесильного интернета. А второе – в том, что эти сведения попались на глаза нужным людям. Нужным человеком стал Лай Агилар, профессиональный альпинист и заядлый собачник. Дома у него жили свои две немаленькие псины. Альпинист ознакомился с историей Канело и выяснил, что попытки спустить его с вершины уже предпринимались, да неудачно. Но пса-то не получалось найти, то он отказывался реагировать на призывы спасателей. Знаток гор и собак, Агилар подготовился к спасению незадачливого мохнатого альпиниста так же серьезно, как Амундсен к штурму Южного полюса, и по той же причине. Он знал, что удача в абсолютном большинстве случаев – результат предусмотрительности и скрупулезности. Спасательная экспедиция была многолюдной, 30 человек. Входили в нее как новички, так и опытные альпинисты с обширными навыками. Было кому и искать собаку, и забираться в разные труднодоступные укрытия. Горе-альпиниста нашли довольно быстро. Пес, голодный и ослабевший, встретил людей, как родных. Для начала ему оказали первую помощь, накормили и обогрели. Далее Канело спускался с горы, словно Магараджа какой, его посменно несли на себе в рюкзаке сам Агилар и два его опытных приятеля-альпиниста. Возможно, Агилар и взял бы спасенного к себе, но уже имеющиеся у него крупные собаки делали такой вариант не лучшей идеей. Посему Канело передали ветеринарам. Оказалось, что он, в сущности, отделался легким испугом. Псу потребовался отдых и обильное полноценное питание, а больше и ничего особенного. Ветеринары заодно начали подыскивать ему владельца. И тут сыграла свою роль третья удача Канело. Его интернет-известность заставила желающих взять его в дом в очередь выстроиться. Длиннющую. Понятно, что счастливым владельцем стал один из самых завидных претендентов. Конечно, приятно слышать о том, что не перевелись еще неравнодушные, добрые и смелые люди, готовые преодолевать трудности ради блага других. Но все же стоит помнить и о том, что лучше не напрягать таких людей лишний раз и самим поменьше лезть, куда не надо. Это Канело позволительно такое, он же просто собака.